Всем привет. Мы продолжаем проходить Тени войны в Средиземье. Пошли к Шелоп, узнаем, что она нам хочет сказать. Талион. Кольцо утеряно, но я добьюсь ответа. Шелоп! Минос и Тиль на грани поражения. Нам нужен палантир. Палантир? Разве я не открыла тебе замыслы твоих врагов? Ведь ты это хочешь знать? О, я дарую тебе знания. Но как много ты готов за него отдать? Свою душу? От нее почти ничего не осталось. Я должен знать. Кастемир. Грядет решающая атака. Палантир не должен достаться королю-чародею. Нужно вернуться в Минос и Тиль. Они наступают на город. Где лучники? Всем стрелкам подняться на стену. Генерал Кастемир приказал нам отойти. Зачем он это сделал? Где Кастемир? Я должен его найти. Я тоже его ищу. Его уже давно никто не видел. Этот звук. Ворота. Ложись. Они горят. Несите воду. Бежим. Стройся. Щиты. А теперь в атаку. Довести серию от ударов до 20. Ну, давай. 10 есть. Обидненько не получилось. 9. 14. 15. 16. 17. 17. Но я не успел. Новый враг — драконы. Драконы издали поливают врагов огнем. Когда дракон атакует, стрелять ему в голову, чтобы заставить его приземлиться.
Так, а когда... Как понять, что он атакует? Понятно. Больно. Не ожидал я, что так быстро умру. Так, я так понимаю, у меня сейчас главная задача это убить дракона, да? Меня что-то не устраивает то, что у меня здоровье не восстанавливается. Это был не дракон. Или дракон. Дракон. Отлично. Подкрепление уже здесь. Удержите двор. Все еще жив. Тебе не победить. Если повезет, сможешь бежать в город, который мы скоро захватим. Флок. Скрытные атаки наносят ему большой урон. Ой-ой-ой. Что это было? Но мы его почти убили. Ага. Я понял, у меня нету... Ну, он и так умрет. Разжигатель воина, разрушитель убит. Город обречен. Спасая людей. Отступаем! Город обречен. Ты нас предал. Я делал это ради тебя, Идриль. Ради того, чтобы ты жила. Волонтер ничего не стоит. Чтобы спасти тебя, я бы весь Гондор отдал. А как же наш народ? А наша честь? В смерти нет никакой чести. Кастамир! Ты отдашь мне то, что обещал. У нас был уговор. Жизнь моей дочери. Кастамир, нет!
Она вольна умереть вместе со своим народом. Отец! Идриль, уходи. Скорее. Так, одну минутку, я вернусь. Доброй ночи, Эми. Я вернулся, я отходил ненадолго. Так, ну что, продолжим. Я так предполагаю, сейчас мы за долгое время, ну как за долгое, не за так уж и долгое время умрем от назгулов, скорее всего. Но это не точно. Давай попробуем. Да нормально. Ой, а вот этот, вот этих пропустил. Этому нельзя противостоять. А мне интересно, каким образом я ему урон наношу. Давай еще одного. У тебя как дела? Рассказывай. Я сейчас просто извиняюсь, если вдруг что. Максимально пытаюсь сосредоточиться на всей этой истории. Потому что я не планирую здесь сейчас умирать. Но то, что я уже урон не получил, уже меня радует. Ну как? Стабильно получаю, но мог бы и больше. Один готов. Вот это могло закончиться, я думаю, фатально. Да, на ПК. Ну, консоли нет, поэтому в ближайшее время, по крайней мере, пока не произойдет покупка консоли, прохождение игр будет только на ПК. Ой, ну-ка. Давай второго.
Отлично. Третьего. Так, их трое осталось, да, получается? Двое. Двое и один прям на лоу. Лоу. Да, те игры, которые... Ну, я как бы большую часть времени своего проиграл онлайн игры, поэтому все игры, которые я буду проходить и сейчас, и в принципе недавно, если заходила на канал, там есть прохождение Ассасина первого. Его тоже я, кстати, первый раз проходил. Несмотря на то, что игре уже 16 лет. Warcraft 3 я первый раз проходил. Хотя, ну, он тоже достаточно старая игра. Так, ну я удивлен, что мы не умерли. Я планировал умирать. Покорись своей судьбе. Взять его. Вставай, следопыт. Как-то грубым голосом, я не женственным сказал. Знаешь, после прохождения Тени Мордора мне тоже очень сильно зашла игра, поэтому незамедлительно. Сегодня он вам не достанется. Вот этого никто не ожидал, я думаю. И после Теней Мордора я прям, не задумываясь, решил, что надо проходить и вторую часть. Первая прям зашла, и там я слышал, будет выходить еще одна. Тени Мордора, вторая часть. Краснодар. Повелитель, палантир у меня, и мы нашли новое кольцо. Да-да, вот третья часть, которую я слышал. Оно у паучихи. Ты хорошо мне послужил. Минос Моргул отныне твой. А теперь принеси мне кольцо Келембримбора. А как быть с Шеллом? Пошли Назгулов. Всех. Если будет интересно, подписывайся. Я стараюсь делать прямые трансляции каждый день. И собираюсь пройти игру полностью. То есть, не забрасывая. Ну, единственный минус то, что трансляция обычно в вечернее время.
как тяжело совмещать работу. Ну, с основной работой. Так значит, это правда. Ты меня убила? Тем не менее, ты жив. Каково это? Умереть и вернуться к жизни. Ты что-нибудь чувствуешь? Боль? Что стало с городом? Где Палантир? И то, и другое. Теперь все это принадлежит темному властелину. Значит, ты потерпел поражение. Только если прекратишь борьбу. У нее свет Галадриэль. Мы можем вернуть кольцо. Из-за твоих колец это все и случилось. Ты его видишь? Вижу. Кто ты? Я клинок Галадриэль. С каких пор Галадриэль дает поручения убийцам? Большие угрозы порождают большую ответственность. И тебе это отлично известно. А теперь расскажи мне про кольцо. Мы сотворили его, чтобы одолеть Саурона. Но оно досталось великой паучихе Шелла. Сила этого кольца будет манить к тебе Назгула. Нельзя допустить, чтобы оно попало в руки Саурона. Свет Галадриэль. На это не рассчитывай. Свет защитит нас, но останется при мне. Нужно спешить. Постарайся не отставать. Идем, следопыт. По поводу уровня у меня 12, по-моему. 13. Извиняюсь. Так, 13 уровень. Но это буквально за сколько? За 3 полноценных стрима. Поэтому я думаю, все еще впереди. Да, мы должны двигаться быстрее. Побежали. А вот и первая Назгула. Так, я не хочу на них обращать внимание. На мелочь всякую эту. Они меня не трогают, я не трогаю их. Так, паучки. Они, по идее, за нас должны быть уже. Какой-то прям спидран получается. Спасибо, кстати, за подписку, Эми. Буду рад видеть тебя на других трансляциях. Задание Бруза. Что там? Бруз знакомый, и мне почему-то кажется, что я его уже выполнил. Темный властелин заберет свою добычу.
Это будет по сюжету или как? Ну, если по сюжету, значит, дойдем однозначно и решим, как его пройти. Почему? Придется чем-то пожертвовать. Почему сейчас? Возьми кольцо. Создай армию, и тебе откроется путь. Да, вообще без проблем. Я нормально отношусь ко всем национальностям. Призрак кольца сбежал. Ты должен уничтожить это кольцо. Оно наше. Слава тебе правдива, Келембримбор. Это кольцо иное. С его помощью можно победить Саурона. Я истребляю людей, развращенных силой этих колец. Не становись одним из них. Когда придет время, я сделаю то, что должно. Может быть. Постарайся уйти как можно дальше отсюда. Призраки кольца вернутся. Они всегда возвращаются. Наши пути еще пересекутся. Итак. Открыта новая область. Я так понимаю, это моя цитадель. Нет, онлайн не играю. Так, несколько раз значит. Это пиратская, потому что я, когда зашел в Steam, я не нашел страницу этой игры. Я нашел только HD пак и все. То есть саму игру я не нашел. Ты слышишь? Это лес Карна, и нам до него дела нет. Талион. Нам нужна армия. Да. Посмотри, в том лагере полно воинов. Наших воинов. Акт 2. Обретение власти. Ну, я ждал, честно говоря, этого момента, потому что Тени Мордора мне зашли больше за счет того, что подчинение орков и игрой как бы с ними. Так. Подчиняя орков, чтобы скрытно подчинить противника, держите Shift и E, находясь рядом с ним. Что?
Так, починить лучника, оставаясь незаметным. Ну давай. Единственное, что я не понял, это держать кнопку или нет, когда подчиняешь. Ну, пока задание, я думаю, мы можем ее и подержать. Оп. Так, кинжал выполнено. Воу. Вот это перелет. Я не планировал так низко падать. Так, а мне в принципе сюда нельзя. Надо вниз. Так, одного. Ну вот. Я поэтому и аккуратничаю. Так, 8. Да? Да, 8. Зачем так высоко? А так как ты играешь дольше меня, здесь орки, я ж так понимаю, не так действуют, да, как в Тени Мордора, если ты играл. Так, не станут атаковать своих бывших союзников, пока вы не прикажете им это, нажав 4. Ну хорошо. Я хочу еще орков набрать. Да, я... ну ладно. Просто в первой части они максимально пассивные. Ну, то есть капитаны ни в чем не участвуют, пока ты им не прикажешь этого сам. Блин, один наверх поднялся ко мне. Но я думаю, ничего страшного, мы и так всех сейчас разберем потихоньку. А ты мертвый, да? Ну давай. Ты тоже к нам в армию? Ну все же правильно. Нам надо больше воинов, более сильных воинов. Так, есть реликвия, которая нам не нужна. Так, да еще способный. Так, что? Так, а ну что за задание? Неистовая природа, кольцо власти.
Давай природу. Странная музыка манит вас в лес Нурнена. Пора откликнуться на его зов. Если пора... Пора, значит пора. Отправимся. Беги, беги. Надо спасаться. Что за зверь обладает этим звуком? Карнан не зверь, это сама природа. Твари ищанов, сотни их. Выходи, покажись. Из ямы на вершину порабощены реки и деревья. Что это? Нет, 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 нет. Нет, спасибо. Я и сам сейчас армию соберу. Полагаю, это работа Карна. Что-то шепчет там. Вот здесь какая-то что-то... А, это эти. Жизнь и смерть неразрывно связаны. Это Карна. Ну, мы сейчас следующего допросим. Ну, я вижу, да, зверей, и я не планирую с ними вступать в стычку. Это такое карагоры, гули, все вместе. 1000 ртов не накормить. Ну. Почему эти звери не нападают? Они слышат ее песню, они часть ее, как и она, часть их, но они будут защищаться. Она за нами наблюдает. Нет, она нас заманивает. Это Карнан немало тут сделал. Где ты? Блин. Я что-то как-то даже не обратил внимания, что мы мимо прошли. И я надеюсь, что пока я их не трогаю... Ну, босс... Это ничего страшного. Нам в любом случае его надо будет убивать. Освободи меня, Тарк. Мы с тобой выберемся отсюда, потому что сведем счеты. А здесь мы просто еда. Нет, я не буду тебя освобождать. Я нашел ее. Дерево. Она это дерево. Дух Карнан это древо и зверь. Клык и коготь. Корень и копье. А вот походу и босс, да? Вот это здесь раньше не было. Странное и чужеродное это создание из плоти. Где твоя гниль? Твои ростки? Цветешь ли ты? Увядаешь ли? Нет. 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 Безжизненная тварь. Но нет. Ведь ты умираешь и умираешь.
Не безжизненное, бессмертное. Вузилище из плоти. Ален, нам ее не победить. Что ты предлагаешь? Брось меч и преклони колени. Я не буду кланяться этой твари. Но лучше бы, конечно, мне кажется, преклонился бы. Потому что я, в принципе, Карагоров не люблю. Ой. Так, извиняюсь за уведомление. Ну, где казнь? Отлично. Так, ну это если был босс, ну как бы было нетрудно. Но я так понимаю, это не он, да? Новый враг. Стихийные грауги. Стихийные грауги владеют сокрушительными стихийными атаками и неуязвимы к атакам своей стихии. Когда грауг зарычит, стреляйте ему в голову. А вот и стрелы у меня закончились. Так, а дракон будет здесь, нет? Отлично. Но опыт с первой части в битве с Граугом осталось. Ой. Ну, хорошо не попал. Только не говори, что босс это дракон. Отлично, да. Хоть я играю первый раз, но это очевидные моменты. Ну, как бы вряд ли Гуля сделали бы боссом. Очень много урона. Нет, но тут реально дракон наносит очень много урона. Ну, только попробовать его дальними атаками чисто. Нет, я не покидаю зону задания. Да ну, вот давай. Все, я не подойду к нему больше. Я буду чисто вот дальником. Ну, конечно, я так чувствую, что я сейчас и на дальнем расстоянии я откинусь, да?
Отлично. Это же конец, да? Или нет? Кажется, эта Карнан не настолько могущественна. Ну, как обычно. Надо было дракона изначально на расстоянии убивать. Ветва восставать снова и снова. Отправляйся в могилу. Кого мы пробудили? Крик лесов. Клёкот рек. Великий дух Карна. Перестань кричать и шуметь. Вы пробудили Таргорота, что был испещрен трещинами. Раскололи око темного властелина. И он раздувает его пламя. Кует клетки, растопку, которую пожрет огонь. Гореть вам, гореть нам. Это пламя поглотит всех. Кого мы пробудили? Не смерть. Создатель колец твое изделие поет. Трещина, протянувшаяся по земле. Огонь, пробужденный кольцом из хладного металла. Мы слышим твой зов. Позволь нам помочь. Да, ты поможешь. Ты бессмертный зверь. Ты создание в узилище из плоти. Мы найдем Таргорота. Ступай, твой барлак ждет. Он вздымается в роковой горе. Сражаться до смерти и затем сражаться вновь ты будешь. Скоро и скоро. Не смерть победит, не смерть. Максимально загадочная дама. Так. Похоже, кольцо пробудило не только Саурона. Да, нужно отправиться в Гаргород и утихомирить этого Балрога. Балрог, это интересно. Еще из фильма я его помню. Давай. Блин. Я думаю, почему я так подумал, что я выделил? Давай. Я не хочу даже сталкиваться с карагорами. Так. Это что? А, это подчинение, да. Лучшим калачом душ. Ну, погнали. Я не хочу с ними со всеми участвовать в драках и так далее, поэтому надо потихоньку просто выйти из леса. Да, потихоньку там. Ну зачем ты залезаешь? Спустись. Не в другую сторону. Я не планирую нарываться на карагоров. Я их ненавижу. Этих не подчиняют или что?
Ну, сокровища всегда есть смысл взять, но... что я сделал не так? Да. Я херню сделал. Просто я бы уже починил бы орков. Много. Как минимум 3, но из-за того, что я не учел того, что здесь одно улучшение для таланта может быть, я пропустил этот момент. Давай. Кольцо власти. Возвращение нового кольца дает вам силу подчинять себе врагов. Пришло время создать свою армию. Давай. Хватит с меня твоей болтовни, Брус. Так что я убью тебя при всех. Я всегда говорил, что ты оптимист. Знаешь такое слово, приятель? Оно значит, что ты смотришь на неподъемную для себя задачу и говоришь без проблем. Дай-ка я попробую. Я сам такой же. Ну, я так понимаю, про это задание, да, ты говорил? Он мне нравится. Вы можете подчинять себе капитана и вербовать их в качестве сторонников. Чтобы завербовать капитана, атакуйте его до тех пор, пока он не будет сломлен. Затем подчините его. Ну... Мне кажется, здесь надо сделать вот так вот. Только давай не бей, отлично. Мы сейчас просто по максимуму попробуем подчинить и все. Ну не того. Ладно, раз это не то. Небось собираешься меня прирезать? Твоим ножичком разве что пощекотать можно, а чтобы меня убить, тебе нужно что-то посерьезнее. Ну давай. Ой-ой-ой. Я сейчас не учел того, что можно было его контратаковать. Становись на колени. Теперь ты служишь светлому властелину. Светлый властелин, темный властелин, какая разница? Все равно в итоге мне придется вырывать хребты. Но я это дело люблю. Прекрасное пополнение для нашей армии. Меня Брузом звать, теперь я стану твоей тенью. Никто к тебе не подойдет без моего разрешения. Насчет моих врагов не беспокойся. Рано или поздно. Да. Если ты хочешь сделать Мордор своим, начинать надо оттуда. Неподалеку отсюда есть крепость. Говорят, ее заправляет двуголовый орк. Здоровущий, как гора, и очень умный. Что и неудивительно, раз голов у него 2. Срази его, и тогда Саурон призадумается.
А у тебя к тому же появится знатная новая берлога. Мы не собираемся делать это в одиночку. Собирай войска. Соберу, только я хочу сам ему голову пооткручивать. Брус предатель? Он меня предаст? Брус просит вас помочь победить правителя и захватить крепость в Нурне. Ну, давай попробуем. Эта область находится под контролем вражеской крепости Шаркбурц, которой командует грозный правитель. Начать завоевание Мордора вам предстоит именно с нее. Чтобы повысить силу своей армии, завербуйте больше капитанов, которые поведут ваш отряд на штурм. Самые сильные воины в армии правителя — это вожди. Именно они отвечают за оборону, а точнее за осадное улучшение. Вы можете выманить вождя, выполнив задание по противоборству. Выманив вождя, его можно просто убить, а можно подчинить и завербовать свою армию. Если убить или подчинить вождя перед штурмом, вы нейтрализуете осадное улучшение, за которое он отвечает, и тем самым ослабите оборону крепости. Я продал так. Так, Брус присоединился к вашему штурмовому отряду в качестве командира. Вы можете завербовать и других капитанов для штурмового отряда. А также приобрести для них осадное улучшение Замириады. А что нам на 20-м будет? Почему именно до 20 уровня? Так ли? До 20-го это мне охренеть, сколько надо еще уровней поднять. Так, пока молоточки оставим здесь этот. Кольцо, я так понимаю, одно у нас и останется. О, так, живучесть, могущество. А, живучесть поставим. Здесь тоже. У меня в основном здоровье, я так понимаю, них. Да я знаю, что орки потом будут сильнее, но есть ли смысл качаться до 20-го, если можно пойти сейчас? Так, здесь наверх. Ну давай. Давай сделаем так. Испытание Карагур. Вражеский капитан проходит испытание. Да, немного. Душ железный скакун. Не тратьте мое время. Открывайте ворота. Я тебя еще до конца испытания прикончу. Естественно, у нас нет никаких сведений. Ага, он победил в испытании. Хреново. Ну, задание выполнено, поэтому... Только что же было здесь.
Ладно. Хрен с ним. Так, ты и так мой, все. Это что такое? Глаза короля чародея. Давай. Пользуясь палантиром, назгулы найдут вас любому. Так. Элтериэлью, чтобы справиться с этой угрозой. Давай. Раны чистые, оружие в ножнах. Похоже, это дело рук Итраиль. Она неразборчива. Мне кажется, некоторые из них стали бы отличными воинами. Надо найти ее, пока она не прикончила всех наших возможных рекрутов. Хотя, если прикончит, нам и армия вряд ли понадобится. Так. Следы найдены. Ну, честно сказать, это одно из самых неприятных, вот эти следы все искать. Так, впереди никого вообще, да, нету? Если вы искали призрака кольца, вы опоздали. Но перед моей атакой он говорил с орком, который был не похож на других. Неподалеку есть черви. Возможно, они расскажут, что тут происходит. Надо максимально тихо и аккуратно это сделать. Успел. Что это за особые орки, с которыми горят назгулы? Их называют избранными. Уж не знаю, для чего они избраны. Отлично. Тебя я тоже заберу. И вот здесь есть корешок, которого я заберу. А ну-ка. Для чего нужны избранные? Захватить Хидиры. Это как связано с идущим камнем. Больше я ничего не знаю. Отлично. Да ну не того. А вот этого заберем. Потихоньку. Всех четверых сейчас заберу. Сука. Что открыли Хидиры? Это знают только визгуны. Избранные убивают всех, кто подходит близко. Избранные, откуда они взялись?
Визгуны создают их с помощью какого-то ритуала. Очень секретно. Я не знаю где. А ты про женщину, да, эльфа? Ну, не первый, не последний раз нас предадут. Поэтому ничего страшного, я думаю. Пошли за последним. Где проводят ритуал создания избранных? Этого никто не знает. Визгуны отправляют червя выбранному капитану, чтобы сказать, куда идти. Ее забота. У нас своя задача. У нее своя. Какой эльф? Келимбримбор, который призрак? Если ты про него, да, я об этом знаю. Он еще в первой части. Он в первой части, получается, мы выяснили то, что все, что он делал, это было сделано не для того, чтобы там помочь Талиону, а для того, чтобы этот, ну, потому что он сам хотел отомстить. Только из-за этого. И, то есть, получается, что, грубо говоря, он пользовался, ну, телом Талиона. Не знаю, как здесь предательство пройдет, но в первой части было именно так. Талион узнал, что призрак ним пользуется ради собственной выгоды. Я не знаю, возможно, я тебе это зря сейчас сказал. Может, ты будешь проходить. Но это как бы не основная суть сюжета. Это, грубо говоря, там маленькая долька крупицы. Если есть желание, ну, пройти первую часть, но нет желания играть, прохождение есть на стримах, ну, на канале полное прохождение от начала до конца. Принесли ли твои гонцы весть? Король-чародей разыскивает кольцо. Сними область обзора Палантира увеличится. Их охраняют орки. Пусть Палантир достоит славу, но сами Хедиры уязвимы. Итак, нам известен их план. И теперь мы его сорвем. Мне 27. Неизвестный капитан. Пока что починить капитана, чтобы... Давай сначала эту штуку захватим. А потом пойдем капитанов подчинять. Тебе сколько? Хлоп. Так. Вот эта вся система, по крайней мере, здесь более развита, чем в первой части. В первой части ты это ищешь, грубо говоря, на ощупь. Ну, то есть на карте это все отмечено, но, допустим, оно там на здании. И ты и примерно не знаешь высота, сторона и вообще где оно находится.
Вот так, все. Ну пошли, давай, капитана. Я думал, до низа долечу. Этот орк пытается нас выманить. Давай покажем ему, что это глупая затея. Конечно, глупая. Мы же сейчас с его же орками будем сражаться. Так. Появился какой-то навык. Держишь при него врага. Это оставит позади себя призрака, который бьет этого врага. Пусть возьмем. Вряд ли я этим буду пользоваться. Потому что я, скорее всего, про это забуду. Ой, а что тут за движняк у вас? Отлично. Когда я закончу, ты будешь умолять о смерти. Ну, первая часть не так продвинута, как эта, но в ней есть что-то такое, ну, как бы... Отступает. Ну уж нет, бежим. Ну куда? Нет. Нам надо его в любом случае догнать. Да, ВК есть. Блин, ну и как назло, никаких ни камней нету, ничего. Что это за такое? Отлично, мы его догнали. Так, завербовать, мы не будем его понижать. Отринь своего хозяина, теперь ты служишь мне. Я выпотрошу твоих врагов. Остаться и сражаться за меня. Так, заберем Этельдин, я думаю, сейчас. Ну вот, твои владения ширятся, красота. Знаешь, что тебе теперь надо? Назначь этого парня своим телохранителем. Кто хочет. В Мордоре тому нужен телохранитель. А то и два. Но мне это не нужен, разумеется. Если когда-нибудь дойдет до того, что мне понадобится помощь. В бою я сам себе глотку перережу. Но вот тебе не помешала бы пара надежных ребят рядом. Выделите своего нового сторонника. Ну давай. Так, чтобы назначиться своим телохранителем. Все. Давай его. Раз Брус у нас предатель. Значит, так и сделаем. Скрытое улучшение, призыв телохранителя. Можете призвать к себе сторонника, которого назначил своим... Так. Нажмите 2, чтобы призвать телохранителя. Колесико прокрутить, когда, получается, я буду в следующий раз кого-то подчинять, или... Но сейчас оно не работает. Отлично.
Так, а что у нас получается по ближайшим капитанам? Кстати, можно воспоминания Шеллоп собрать. Раз мы прям рядом. Тем более, это то место, где мы движуху наводили с лучниками. Ух ты, а я и не знал. Спасибо. В первой части такого однозначно не было. И эта штука, я так понимаю, что, вообще бесконечная? Если бесконечно, это просто шикарно. Отлично, еще и этого сберем. Спасибо за эту штуку. Вот о ней, честно говоря, я и представить не мог. Так, а ну-ка соберемся. Эти все головоломочки, конечно. О, отлично. Прям в этот раз прям быстро мы собрались. Она училась у Саурона, как и я. А давай... куда нас? Так, капитан. Здесь один вождь. Команде командира заставы быстро и скрытно убивая врагов. Это что? Тут тоже будет. Ну это все надо это проходить, да? Ну давай пойдем. Куда попадем, туда и попадем. Все равно... Какой? 16. Все равно еще 4 уровня надо качать, и надо собрать армию. Так, сюда. Это прям спидран. Вот эту штуку я не буду проходить. Это надолго и... А тут что? Ага, тут конец карты, я понял. Не-не-не, мы пробежим. Ага. Я понял, когда оно выключается. Оно выключается, как только меня заметят. Или оно просто закончилось. Да, закончилась выносливость, вон. Предлагаю здесь спуститься и выполнить. Да я понял уже. Я увидел, где энергия, грубо говоря. Давай заставу. Застава Рижгу. Помните командира, убивает его дикарей. Давай попробуем. Я покажу тебе, что такое настоящая дикость. Так, мне надо, чтобы в дальний прошел, и тогда я смогу быстро подбежать к этому. И захватить его к себе. Один есть. Ну, ладно, есть второй. Есть третий.
Есть четвертый. Отлично. Погнали просто в лобовую их бить. Отлично. Ну вот и все. Но не того. Я немного не этого планировал убивать, ну ладно. Не, Warface играл, но мне игра не нравится. Я даже некоторое время стримил по Warface, но что-то... Я был стримером в одной группе по Warface, но... Я перестал вести там прямые трансляции, потому что мне не нравится игра. Просто из-за этого перестал играть. Как-то мне кажется, или здесь слишком много врагов? В натуре слишком много. Еще эти берсерки, которые... Одного убили. Берсерки это один из самых моих нелюбимых классов, потому что они блокируют мои атаки. Вот, снова. Даже сзади. Так, надо, короче, отсюда валить. Что-то я их всех поджег, и надо убегать просто. Да, ну даже этот меня смог остановить. Хлоп, и просто... Хош Гриш разрыватель прибыл. О, мои дикари! Я так многому хотел вас научить. Думал, сделал вас такими же мудрыми, как я сам. Победить врага. Это, конечно... Это можно сделать, но я думаю, это... О, мое алое угощение. Буду резать неглубоко, чтобы ты могли продолжать вечно. Его бесит, когда через него перепрыгивают. Ну пусть тогда не сопротивляется. А, ну, понятно. Я так понимаю, мы его не убьем, да? Ну никак, не подчиним.
Охренеть, сколько я урона от него получил. А мой ПК при чем? Ты же не знаешь даже характеристик. Да ну, почему он так много урона мне вносит? Я просто думаю, надо немножко отбежать. Да, надо собрать всех возможных орков. Успею, нет? Успел. Вы не можете завербовать этого капитана, поскольку у него слишком высокий уровень. Чтобы понизить уровень капитана, опозорить его, нажав 3. Да, меня позорили капитаны. Потеряно уровней 6. Охренеть. Это за... Все, пошли нахрен. Чтоб я вас не видел. Это капитан или нет? То мы его так можем починить. Завербовать. Ты будешь биться за светлого властелина. Ур-1 нытик. Завербован. Это отлично. Остаться сражаться за меня. Отлично. У тебя появился еще один прихлебатель. Скоро сколотишься настоящую армию. Но теперь помни, армии нужны приказы. И я могу сказать тебе, какой приказ самый любимый. Убивай! Прикажи своему новому стороннику выпустить кишки какому-нибудь болвану. А ты тем временем сможешь выпустить кишки кому-нибудь другому. И не забывай, что у каждого есть свое слабое место. Если гад боится огня, нет ничего веселее, чем натравить на него бойца с горящим оружием, как он будет кричать. Заслушаешься. Так, откройте меню армии, чтобы приказать своему стороннику убить вражеского капитана. Если ваш сторонник успешно выполняет свое задание, он получит новый уровень и станет сильнее. Давай. Так. Отдать приказ. Убить. Нападет на загон с карагорами, которых держит душ железный скакун. Так, этим я управлять не могу. Так. Отлично. А ты, наверное... Если отдать приказ этому стороннику, он, блин, не... Нет, ты ладно, ты тогда будь телохранителем. Блин, как здоровый побежал. Кто здесь? Снафу зверь. Так. А сейчас мы сделаем... Мы сейчас этих захватим и просто... Его бесит предательство. Третий лучник, отлично. Что тут даже подорвать нечего.
Давай, просто ворвемся. Уруки всегда хотят жрать, следопыт. Моли судьбу, чтобы мы сначала убили тебя. Сказал тот, кто меня пытался заманить в ловушку. Конечно, Карагоры это трындец. Ненавижу Карагор. Обезглавлен. Отлично. Я его хотел захватить, но... Так, бой верхом Карагора. Ну, я знаю, как на Карагоре. Слезь с него. Пусть бежит мальчик. Не будем более его трогать. Хотя он нам сейчас и поможет, наверное. Это первое кольцо, что я нахожу. Руна севера. Первый раз тут. Так. Взорвать голову врага. Оденем, почему нет? Так, что у нас там ближайшее? Поехали. Ага. Угожала. Ты! Славная зверюга. Надеюсь, ты еще не очень к нему привязался. Ой, ну и ладно, но убили вы Карагора, и толку. Я убью вашего капитана. Ну, вот. Сука. Фу, хотя бы не капитана, это уже радует. Нет. Сука. Нельзя убивать капитана. Но я убил. Давай заберем с него меч. И руны. Уровня с 14. Я точно не проследил за этим моментом, но в районе 14-15 уровня ты проходишь задание. Даже там, знаешь, там больше не уровень влияет, а оно дается тебе по прохождению
задания сюжетного. То есть ты проходишь задание, тебе Шелоп отдает кольцо. Сука, вот отвлекся, ну ладно, ничего страшного. Шелоп отдаст тебе вот это голубое кольцо, и ты сможешь капитаном. Да, в принципе, не только капитанов, а в принципе сможешь подчинять себе оркам. Да, но... Нет, ты меня не убьешь сегодня, по крайней мере. Я не планировал. Но он не того. Ты! Нет, все, он меня убил, да. Прям в упор застрелил. Ты сломил меня, выходец из могилы, но еще не научился кое-чему. Даже обломки разума могут быть остры и опасны. Я приду за тобой. Запомни меня. Я буду приходить за тобой снова и снова. Убил вас. Так, подожди. Давай с ним разберемся. Ну, 4-й уровень тоже неплохо, но... Ну, я тебе серьезно говорю, мне кажется, подчинение орков не зависит от уровня. То есть, мне кажется, это... Ну, только по сюжету тебе откроется. То есть, там дается тебе навык, с помощью которого ты можешь подчинять себе орков. Поэтому не гонись за уровнем. Этот орк держит Карагоров. Не гонись за уровнем и просто иди по сюжету. И все. Да, там просто по сюжету тебе дадут возможность их подчинять и все. Так что это даже не от уровня зависит. Я тоже изначально думал уровень, там талант пока прокачаешь, но нет. У тебя должен открыться вот этот вот навык. Когда он откроется, ты сможешь подчинять. Ну и, естественно, у тебя появится задание на подчинение. Я не хочу к ним туда прям вовнутрь врываться. Вот серьезно не хочу. Зука любитель гулей. Так, новый враг, ужасные карагоры. Ужасные карагоры сильнее и крепче обычных карагоров. Обычно этих редких тварей сопровождают и защищают верные им обычные карагоры. Надеюсь, они справятся без меня и
И что на меня никто из них не нападет. Ага. Давай. Я вижу капитана. Второй раз я уже делаю эту ошибку, что перепрыгиваю. Меня пока никто не видит, поэтому можно просто понаблюдать за этим всем движением. А ты, если смотришь, не забывай подписываться и ставить лайк. Где он хоть? Высший орк. Ты глупец, который просто не способен понять истинную красоту Гули. Ты только и делаешь, что убиваешь. Гули нужно любить, лелеять. Ты никогда не поймешь, в чем ты не прав. Поэтому мне придется убить тебя ради моих милых гулей. Ядостойкий, у меня и нет яда. Мне надо его сейчас быстренько размотать. Ну, отлично. И теперь делаем вот так вот. Все, он мой. Надо Хиргилайр. Опозорить. Я так понимаю, я могу подчинять себе либо моего уровня, либо уровнем ниже. Так, ладно, давай. Этого мы опозорили. Давай. Да, давай. В принципе, можно отключить, и сейчас он подойдет, мы его завербуем. Отлично. Сюда я поднимусь. Так. 11 против 15. Не бойся, здесь зверушки, скоро я накормлю вас человеченкой. Я почти понял, что он сказал. Эй! Ты что творишь? Топчешь мои игрушки, уродин. Так не пойдет. Не-не-не. Оп. А вот это не входило в мои планы.
Эти налетчики не получат от меня ничего, кроме брызг твоей крови из своей рожи. Привет, Эми. Ты же заходил уже. Ох, и натыкаю я шампуров во все места, что помягче. Тоже я достойкий. Ой. Оп, Карагор. Ненавижу Карагора. Почему на нем оглушение не работает? Это ненормально. Вот это вот мне не нравится. То, что сейчас, походу, мой пацанчик помрет. Судя по количеству у него здоровья. Потому что я не планировал, что их здесь будет двое. И он мне сам мешает. Вот это обидно. И теперь мне одному против двоих, да? Ну так, до последнего будем. Набег выполнен, я понимаю, но... помер. Помер мой орок. Че, ко мне никто из них не побежит, да, дальше? Отлично. Так, о ком я хочу узнать об этом. Хорза Горенос. Вкусный для зверей, боится яда, уязвим для дистанционных атак. И ты тоже мой. Пошли. Что-то я пока не особо вижу, как телохранители работают мои. Вот прям в задницу ему, да? Да, ну ты серьезно? Все нахрен просрал.
И просто под конец трансляции двух капитанов таким образом просрать на туре. По-другому это нельзя назвать. Эх. Надо было не зажимать, я понял. Кондорский доспех. Лук следопыта. Бабосики. Я сказал бабосики. И все. Так. Давай отправимся сюда. Давай так. На этом мы закончим стрим. Всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. С вас лайк, подписка и встретимся в следующей части.